Уоррен Баффет и его Berkshire Hathaway накопили рекордную сумму наличных, превысившую 189 миллиардов долларов по данным на начало 2024, и эта сумма, вероятно, продолжала расти. Компания также была чистым продавцом акций на протяжении нескольких кварталов подряд, тенденция, привлекающая внимание. Легендарный инвестор, чье чутье десятилетиями опережало рынок, подает сигналы, которые заставляют Уолл-стрит замереть в ожидании. Сегодня мы погружаемся в тему, от которой, признаюсь, у меня самого бегут мурашки по коже, финансовые рынки. Но не через призму абстрактных теорий, а сквозь реальные, почти осязаемые действия человека, за которым следит весь мир. Я говорю об Уоррене Баффете. Уоррен Баффет за свои более чем 60 лет в бизнесе, как гласит легенда, почти никогда не допускал серьезных просчетов. Он не кричит о грядущих бурях, не предсказывает обвалы на публику, его метод иной, холодный расчет и действия, говорящие громче любых заявлений. И вот именно эти действия Berkshire Hathaway, его инвестиционной империи, заставляют сейчас испытывать настоящее беспокойство. Обычно Баффет является чистым покупателем, он всегда стремится вкладывать, находить недооцененные жемчужины и растить их ценность годами. Логично, не правда ли? Ведь именно так величайший инвестор использует свой талант. Но то, что мы наблюдаем последние 2 с лишним года, ломает все привычные шаблоны. Это не просто легкая коррекция портфеля, это выглядит как системная подготовка к чему-то действительно масштабному. Это первые, самые очевидные знаки, которые невозможно игнорировать, сигналы тревоги от того, кто привык видеть будущее раньше других. И разобраться в них, понять, что происходит за кулисами, для нас с вами жизненно важно. Готовы ли вы заглянуть за завесу? Заглянем в сокровищницу Баффета и его беспрецедентную распродажу. Давайте теперь копнем глубже и разберем по косточкам эти аномальные маневры Berkshire Hathaway. Начнем с главного, с горы наличных, которую Баффет собрал под своим контролем. Почти 190 миллиардов долларов. И эта цифра продолжает расти. Вы можете себе это представить? Попробуйте просто осознать эту сумму. Это больше, чем ВВП многих стран мира. Это самая большая денежная подушка в истории компании, и она продолжает расти с пугающей скоростью. Особенно заметное ускорение произошло, когда Berkshire начала действовать как чистый продавец акций. В частности, в начале 2024-го Berkshire заметно сократила свою долю в технологическом гиганте Apple, продав около 13% принадлежавших ей акций. Компания также полностью избавилась от других позиций, например, в HP Inc. Важно отметить, что информация о продаже крупных долей в банках, таких как Bank of America, в этот период не подтверждалась. БОА оставался крупной позицией. Это не похоже на обычную ребалансировку, согласитесь. Накопление такого колоссального резерва, значительно увеличившегося за последние годы, выглядит как сознательное создание арсенала для будущих возможностей или потрясений. Но зачем ему столько наличных? И второй, не менее важный момент, несколько кварталов подряд на протяжении 2023 и 2024 Berkshire Hathaway продает больше активов, чем покупает. Тенденция очевидна. Баффет, известный своей философией покупать и держать вечно, вдруг превратился в продавца. Как такое возможно? Вспомните, как редко он расстается с целыми компаниями. Последний раз он продал газетный бизнес в 2020-м, до этого страховой в 2019-м. Это событие десятилетия для него. А теперь он активно продает акции публичных компаний, но и согласно сообщениям Wall Street Journal весной 2024-го всерьез рассматривал возможность продажи своего риэлторского агентства. Все это вместе, рекордный кэш и непрерывная распродажа, рисует картину инвестора, который не просто ожидает коррекции, а готовится к чему-то гораздо более серьезному. Возможно, к моменту, когда можно будет скупить лучшие активы мира за бесценок, как он это делал в прошлые кризисы. Неужели история повторяется? Оракул, который никогда не ошибается, правда или красивый миф? Давайте поговорим о самой легенде об Уоррене Баффете. Существует этот почти мистический ореол вокруг него, не так ли? Человек, который, как утверждают, за 60 с лишним лет в инвестициях практически никогда не ошибался. Вы только вдумайтесь в это. 60 лет на вершине самых непредсказуемых рынков мира. Конечно, абсолютная непогрешимость — это скорее красивая легенда, образ, созданный десятилетиями успеха. Даже гении допускают промахи. Но что неоспоримо, так это его невероятное чутье, его способность видеть то, чего не замечают другие, и действовать на опережение. Его репутация такова, что каждое его движение, каждая покупка или продажа рассматриваются под микроскопом аналитиками всего мира. Именно поэтому его текущие действия вызывают такой резонанс. Когда человек с таким послужным списком начинает делать что-то нехарактерное, что-то идущее вразрез с его же собственной философией, это заставляет задуматься даже самых закоренелых скептиков. Понимаете, Баффет — это не тот, кто будет делать громкие заявления о крахе или раздавать прогнозы налево и направо. Нет, его язык — это язык действий.
Он покупает, когда другие в панике продают. Он копит наличные, когда другие бездумно гонятся за ростом. Его инвестиционные решения сами по себе становятся предсказаниями, которые часто сбываются с пугающей точностью. И вот сейчас, когда он 9 кварталов подряд продает больше, чем покупает, когда он сидит на горе наличных размером с экономику небольшой страны, разве можно это игнорировать? Разве можно отмахнуться и сказать, что это просто так, случайность? Я так не думаю. Его репутация, его история заставляют воспринимать эти сигналы максимально серьезно. Это не просто маневры инвестора. Это может быть предупреждение от самого оракула. Тревожный звонок из мира недвижимости. Баффет избавляется от риэлторов. А теперь давайте сфокусируемся на одном конкретном, но невероятно показательном шаге, который Уоррен Баффет, согласно сообщениям авторитетных СМИ весной 2024 обдумывал. Речь идет о возможной продаже его собственного риэлторского агентства. Для Баффета продать целый бизнес – это событие исключительной редкости. Вспомним, он крайне неохотно расстается со своими компаниями. Последние примеры – газетный бизнес в 2020-м, страховая компания годом ранее. Это единичные случаи за многие годы. Он строит свою империю на долгосрочном владении, на вере в компании, которые он приобретает. И вот Wall Street Journal сообщал весной 2024, что Berkshire Hathaway всерьез рассматривала возможность продажи одного из крупнейших игроков на рынке недвижимости США. Агентство, которое раньше называлось Prudential Realty, пока Баффет не купил его и не дал ему свое, пусть и не самое короткое, но зато громкое имя Berkshire Hathaway Home Services. Эта компания объединяет тысячи риэлторов по всей стране. Это гигантская сеть, оперирующая в Калифорнии, Техасе, Флориде, повсюду. Приобретение это было сделано очень вовремя, аккурат перед бумом на рынке недвижимости, особенно усилившимся после пандемии. Баффет снова показал свое чутье. И вот теперь, на фоне всех тех тревожных сигналов, о которых мы говорили, появляется новость о возможной продаже этого актива. Почему? Зачем инвестору, который почти никогда ничего не продает, рассматривать избавление от такого крупного бизнеса именно сейчас? Сам факт того, что такая сделка вообще обсуждалась, уже сенсация, это подливает масло в огонь опасений насчет состояния рынка недвижимости. Неужели Баффет видит грядущий обвал и хочет выйти из игры, пока еще можно получить хорошую цену? Или дело в чем-то другом? Но согласитесь, когда такой человек, как Баффет, задумывается о продаже своего риэлторского гиганта, это заставляет очень сильно напрячься и внимательнее присмотреться к тому, что происходит в этой сфере. История повторяется. Призраки 2006 года. Знаете, когда я смотрю на все эти действия Баффета сейчас, на это гигантское накопление кэша, на его осторожные, почти неуловимые намеки, у меня возникает очень стойкое ощущение дежавю. Будто я уже видел этот фильм раньше, и финал его был, мягко говоря, не очень веселым. Давайте перенесемся в 2006 год. За год до начала ипотечного кризиса, который перерос в крупнейший финансовый коллапс со времен Великой депрессии. Что тогда делал Уоррен Баффет? Вы не поверите. Он делал очень похожие вещи. Он также методично копил деньги и давал очень осторожные, но вполне читаемые сигналы о надвигающихся проблемах. Я помню, как тогда его спросили о состоянии рынка недвижимости, и его ответ был поразительно схож с тем, что можно было бы сказать сегодня. Он говорил примерно следующее. Мы видим замедление продаж по всей стране, особенно в перегретых районах, где недвижимость покупалась не для жизни, а для спекуляций. Понимаете? Замедление продаж. Спекуляции. Это было сказано в 2006. И что произошло ровно через год? Рынок недвижимости рухнул. Он потянул за собой банки, страховые компании, всю финансовую систему. Миллионы людей потеряли свои дома, свои сбережения, свои рабочие места. Это была катастрофа. А теперь вернемся в наши дни. 2025 год. Баффет снова копит рекордный кэш. Он снова делает уклончивые, но тревожные заявления. Он рассматривает продажу своего риэлторского бизнеса. Разве это не пугающее совпадение? Неужели история действительно ходит по кругу, и мы снова стоим на пороге чего-то подобного? Этот исторический параллелизм заставляет кровь стынуть в жилах. Красные флаги на рынке недвижимости. Цифры не лгут. Хорошо, исторические параллели — это одно, но что происходит на рынке недвижимости прямо сейчас? Какие конкретные факты подтверждают опасения, возможно, разделяемые и Уорреном Баффетом? Давайте посмотрим на цифры, ведь они редко лгут. Возьмем, к примеру, Майами, один из самых горячих рынков последних лет. Знаете, какой там сейчас показатель месяцев запаса недвижимости? Это время, которое потребуется, чтобы распродать все выставленные на продажу объекты при текущих темпах. Он значительно вырос по сравнению с временами пандемийного ажиотажа, когда был около 1 месяца и измеряется многими месяцами, указывая на явное охлаждение спроса. Представляете разницу? Это означает, что продажи существенно замедлились.
Объекты копятся, а покупателей не хватает. И это не только Майами. По всей стране наблюдается резкое падение объемов сделок. Люди просто не могут или не хотят покупать жилье при текущих ипотечных ставках. Ставки, хотя и несколько снизились с пиковых значений 2023, но на начало 2025 оставались на высоком уровне, часто в диапазоне 6-7% и выше. Если следовать логике Баффета, которую он озвучивал еще в 2006, то замедление продаж — это только первый этап. Что идет дальше? Правильно, обвал цен. Когда предложение значительно превышает спрос, когда объекты висят на рынке месяцами, а то и годами, продавцам приходится снижать цены, чтобы хоть как-то избавиться от актива. И вот эти текущие индикаторы, замершие продажи, огромные запасы недвижимости, высокие ставки — это уже не просто желтые карточки, это настоящие красные флаги. Они кричат о том, что рынок находится в крайне нестабильном состоянии. И если Баффет прав, то следующий акт этой драмы не заставит себя долго ждать. И он может оказаться очень болезненным. Молчание оракула, что скрывается за недосказанностью. А что же сам Баффет говорит обо всем этом? Пытается ли он успокоить рынки или наоборот предупредить инвесторов? Вот тут начинается самое интересное и, пожалуй, самое тревожное. Его недавние комментарии, а точнее его уклонения от прямых прогнозов, говорят больше, чем любые прогнозы. Представьте себе ситуацию Баффета, человека, чье мнение об экономике ценится на вес золота. Спрашивают, как он оценивает текущее состояние дел. Что он отвечает? На ежегодном собрании акционеров в мае 2024 он, по сути, уклонился от прямых экономических прогнозов, отмечая сложность предсказаний и неопределенность будущего. Он не стал давать четких указаний или заявлять, что все в порядке, но и не стал делать громких заявлений о крахе. Его осторожность и нежелание давать прогнозы некоторые аналитики восприняли как знак особой тревоги. Почему он не может или не хочет дать ясную оценку? Это же просто взрывает мозг. А добавьте к этому его известную обеспокоенность по поводу протекционизма и торговых трений. Хотя приписываемая ему иногда резкая фраза о тарифах как об акте войны не находит подтверждения в его публичных выступлениях, Баффет и его покойный партнер Чарли Мангер неоднократно подчеркивали важность свободной торговли и предупреждали о негативных экономических последствиях торговых барьеров и пошлин. Что это значит в текущем контексте? О каких последствиях он думает? Не только крах, революция съедает старый рынок. Но давайте на мгновение отвлечемся от мрачных предчувствий коллапса и посмотрим на ситуацию под другим углом. Возможно, решение Баффета рассмотреть продажу своего риэлторского гиганта связано не только с ожиданием падения цен на недвижимость. Что если главная причина кроется в самой индустрии, в тектонических сдвигах, которые ее трансформируют прямо у нас на глазах? Суть вот в чем. Риэлторские агентства традиционного типа зарабатывают в первую очередь на количестве сделок, получая комиссию с каждой продажи. Но сейчас на рынок вышли новые игроки. Технологические компании, которые буквально переворачивают все с ног на голову. Вспомните Redfin, о котором мы уже упоминали. Они платят своим агентам фиксированную зарплату плюс бонусы, а не комиссию. Это позволяет им предлагать клиентам более низкие тарифы, выбивая почву из-под ног у традиционных агентств. Или возьмите Rocket Mortgage. Они автоматизировали процесс получения ипотеки, создав своего рода конвейер, где каждый этап выполняет отдельный специалист. Это разрушает привычные связи между риэлторами и банками, которые раньше подбирали кредиторов для своих клиентов. А компания eXp Realty вообще предлагает агентам возможность забирать 100% своей комиссии после выполнения определенного годового плана. Представляете? 100%. Конечно, агенты уходят к ним. Все эти новые модели делают классический риэлторский бизнес, такой как у Баффета, менее прибыльным и все менее конкурентоспособным. А мы знаем, Уоррен Баффет терпеть не может компании, которые теряют свою хватку, свою рентабельность, которые устаревают. Возможно, он просто видит, что этот поезд уходит, что традиционная модель изжила себя под натиском технологий, и он решает выйти из этого бизнеса сейчас, пока за него еще можно получить приличные деньги, а не ждать, пока он окончательно потеряет свою привлекательность. Это не отменяет рисков на рынке недвижимости, но добавляет еще один важный фактор в уравнение. Надвигается идеальный шторм, экономика на грани. Давайте теперь немного расширим наш взгляд и посмотрим на общую картину, на тот макроэкономический фон, на котором разворачиваются все эти события. Ведь действия Баффета, какими бы прозорливыми они ни были, происходят не в вакууме, верно?
Они являются реакцией на гораздо более глобальные процессы, которые затрагивают нас всех. Мы живем в эпоху все еще повышенной, упрямой инфляции, которая никак не хочет возвращаться к целевым показателям, несмотря на все усилия Федеральной резервной системы США. ФРС поднимала ставки агрессивно, пытаясь охладить экономику, но это палка о двух концах. Дорогие деньги душат бизнес, тормозят инвестиции и бьют по карману простых людей через те же ипотечные платежи. А что с рецессией, о которой так много говорят? Посмотрите на графики потребительских ожиданий. Уверенность людей в своем финансовом будущем и в состоянии бизнеса оставалась на низком уровне по историческим меркам. Такие показатели обычно наблюдаются в периоды серьезных экономических трудностей. В последние годы наблюдался значительный уровень государственных трат и бюджетных дефицитов, который оказывал поддержку экономике, возможно, скрывая некоторые реальные проблемы. А теперь, когда этот фискальный стимул может сокращаться или его эффективность снижается, мы начинаем видеть истинное положение дел. Добавьте сюда потенциальные торговые войны, те самые торговые трения и тарифы, о рисках которых Баффет предупреждал. Это создает дополнительное инфляционное давление и риски для глобальной торговли. И неужели Баффет со своим опытом и чутьем не видит всего этого? Его действия по накоплению кэша выглядят как подготовка к очень непростым временам. Стратегия мастера. Во время бури чему нас учит Баффет? Так что же делает Уоррен Баффет в такие смутные и тревожные времена? Паникует ли он? Продает ли все в спешке? Конечно, нет. Это было бы совсем на него не похоже. У него есть своя, выверенная десятилетиями стратегия поведения во время шторма, и она может многому нас научить. Главный принцип Баффета в кризис — это терпение и готовность. Он не пытается угадать точное дно падения или поймать мимолетный отскок. Вместо этого он делает то, что мы наблюдаем сейчас. Он накапливает огромные запасы наличных. Он создает тот самый арсенал, о котором мы говорили. Зачем? Чтобы быть готовым действовать, когда наступит его время. А его время наступает тогда, когда на рынке царит паника, когда страх достигает пика, когда инвесторы в ужасе распродают свои активы за бесценок, лишь бы спасти хоть что-то. Именно в этот момент Баффет выходит на охоту. Помните его знаменитую фразу? «Бойтесь, когда другие жадничают, и жадничайте, когда другие боятся». Он ждет момента максимальной паники, чтобы скупать лучшие, самые качественные компании и активы по минимальным ценам. Он делал это в 2008, когда вложился в Goldman Sachs и General Electric на очень выгодных для себя условиях. Он делал это и в другие кризисные периоды. Его гигантский кэш — это не признак страха, это признак подготовки к будущим возможностям. Он понимает, что кризис — это не только риски, но и время колоссальных возможностей для тех, кто сохраняет хладнокровие и имеет свободные средства. Пока другие мечутся в панике, он спокойно выбирает лучшие лоты на распродаже. И, возможно, именно к такой распродаже он готовится и сейчас. Его действия — это урок спокойствия, дальновидности и стратегического терпения в мире, охваченном тревогой. Два титана, два мира. Баффет против стиля Маска. Когда мы говорим об Уоррене Баффете, мы представляем себе образец спокойствия, долгосрочной стратегии, выверенных шагов и почти отеческой заботы о капитале инвесторов. Не так ли? Его подход — это классика, проверенная временем. Но как же разительно отличается этот стиль от подхода другого титана современного бизнеса Илона Маска? Я не могу не вспомнить недавние истории вокруг Маска, его социальной сети X, его порой эксцентричного поведения, о котором говорят все. В одном из видео, которое я изучал при подготовке, подробно разбирались его метаморфозы, его увлеченность соцсетями, проблемы с его нейросетью Grok, которая, по иронии судьбы, называла его же главным лжецом. Это картина лидера, живущего на грани, постоянно рискующего, генерирующего новости почти каждый день, часто не самые позитивные. Его компании Tesla, SpaceX, Neuralink, без сомнения, революционные, но и риски там запредельные. Уоррен Баффет, насколько мне известно из его публичных высказываний и философии, всегда подчеркивал важность понятного бизнеса, стабильного менеджмента и избегания излишних, особенно непредсказуемых рисков. Он ценит компании с прочным фундаментом, с долгой историей, а не те, что взлетают на хайпе или обещаниях будущих прорывов. Он и его покойный партнер Чарли Мангер не раз намекали на свое неодобрение спекулятивных маний и лидеров, которые берут на себя слишком много или действуют импульсивно. Я не нашел прямых, резких цитат Баффета с критикой именно Маска, но сам контраст их подходов говорит сам за себя. Баффет копит кэш и ждет бури, Маск запускает ракеты, чипирует обезьян. Два совершенно разных мира, две разные философии управления рисками и построения бизнеса. И глядя на осторожность Баффета сегодня, невольно задаешься вопросом, чей подход окажется более верным в долгосрочной перспективе, особенно если экономический шторм действительно грянет. Что сигналы Баффета означают для каждого из нас?
Так к чему же нас подводят все эти сигналы, все эти действия и намеки Уоррена Баффета? Что они означают лично для вас, для меня, для наших инвестиций, нашей недвижимости, нашего будущего? Конечно, Баффет не дает прямых советов и не раздает инструкции, но его действия — это пища для размышлений и очень серьезных. Главное, как мне кажется, не поддаваться панике. Кризис, если он случится, это не конец света. Как показывает пример того же Баффета, это еще и время возможностей. Важно сохранять холодную голову, следить за развитием событий, анализировать информацию и быть готовым действовать, когда представится шанс. Следите за действиями Баффета, он редко ошибается. Будьте бдительны, держите руку на пульсе и помните, что даже в самые темные времена появляются новые возможности. Надеюсь, наш сегодняшний разговор помог вам немного лучше понять происходящее и задуматься о своей собственной стратегии. Будущее туманно, но знания и подготовка наши лучшие союзники.